В самом сердце дикой Африки, среди нетронутых просторов национального парка Селус в Танзании, жила удивительная пара львов. Их прозвали «блуждающей парой». Они не принадлежали ни к одному прайду и никогда не искали защиты у сородичей. Только двое, вольные и сильные, они путешествовали по бескрайним равнинам и редким акациевым рощам, будто сами были воплощением духа этих земель. Самец был величественным, с густой темно-золотистой гривой и глазами, которые словно видели больше, чем просто добычу. Самка, стройная, изящная, но с силой, которую чувствовали даже бывалые смотрители парка. Вместе они охотились, отдыхали в тени деревьев и делили каждый кусочек пойманной пищи. Не раз люди видели, как лев уступал последний кусок мяса своей подруге. Связь между ними была редкой и почти человеческой. Сотрудники парка уже узнавали их издалека. На рассвете они появлялись словно по расписанию, неторопливо проходя по травянистым холмам. На закате играли, валялись в пыли, как детеныши, и порой можно было услышать их мягкое рычание. Не агрессию, а разговор, доступный лишь им двоим. Их поведение изучалось с особым вниманием. В отличие от других одиноких львов, они демонстрировали повадки, характерные для настоящей семьи. Он очищал ее шерсть, она терлась о его шею, и даже спали они, всегда прижавшись друг к другу. Один из фотографов центра, наблюдавший за ними в течение нескольких месяцев, однажды сказал: «Если бы любовь могла принимать форму хищника, это были бы они». Однажды, когда сезон дождей начал уступать место сухому времени года, сотрудники заметили, самка забеременела. Это была большая новость, не только потому, что рождение львят всегда радостно, но и потому, что такие пары редко дают потомство. Это был символ новой жизни и продолжение уникальной линии диких, не привязанных к прайдам хищников. Поведение пары начало меняться. Самка стала уединенной, предпочитала укромные участки высокой травы. Самец, напротив, все больше сторожил окрестности. Он был вечно начеку, патрулировал район, охранял, рычал на приближающихся хищников. Их перемещения стали минимальными. Они готовились к рождению. Местные жители, живущие по краю парка, тоже заметили этих львов. Они не считали их угрозой, напротив, уважали их за грациозность и порядок. Одна пожилая женщина из деревни Ужома шептала молитвы, когда видела их на горизонте, считая пару духами равнины. Настал день, когда самка начала рожать. Утром ее рыки были слышны далеко за пределами привычной территории. Они были не угрожающими, а пронзительно тревожными. Это был зов боли, зов жизни. Но роды шли тяжело. Через несколько часов ее рычание стихло. Она лежала неподвижно в зарослях, грудь ее слабо поднималась, дыхание прерывалось. Самец бегал вокруг, метался, поднимал пыль, глухо рычал и издавал жалобные звуки, которых никто из людей никогда не слышал от взрослого льва. Именно в тот момент по этой части парка проходил патруль. Малик, старший сотрудник с 30-летним опытом работы с дикими животными, Жан-Мари, ветеринар из Конго, и Исаак, молодой, но внимательный наблюдатель из местного племени, заметили странные движения на горизонте. Когда они подъехали ближе, увидели льва, мечущегося в панике. Решив не терять времени, они осторожно вышли из машины. Лев заметил их и сначала зарычал. Малик сделал шаг вперед и поднял руки, показывая: «Мы не враги». Лев не отступил, но не напал. И в этот момент на глазах у всех он встал на задние лапы и опустил передние, будто складывая их. Его глаза были полны страха и боли. Это не был акт агрессии, это был зов о помощи. Он просит нас спасти ее.
— тихо сказал Исаак. Жан-Мари уже готовил уколы и оборудование. Они подогнали машину ближе. Аккуратно, под бдительным наблюдением самца, они подняли львицу в кузов. Лев не шелохнулся, но смотрел так, что все трое чувствовали. Он считывает каждое их движение. Машина двинулась в сторону мобильной клиники, оборудованной на территории лагеря. Дорога была неровной, пыль поднималась столбами, жаркое солнце опаляло землю, но внутри машины царило напряженное молчание. Лев шел следом. Иногда он останавливался, вслушиваясь, затем снова бежал. Этот путь, казалось, длился вечность. Когда они прибыли, ветеринарная команда уже ждала. Жан-Мари тут же начал вводить препараты, подключили капельницы. Львица сначала не реагировала, но затем начались слабые схватки. Врачи работали в напряженной тишине. Через 40 минут появился первый львенок. Его слабый писк, как пробуждение мира. Затем второй. И, наконец, третий. Маленькие комочки слипшейся шерсти, но живые, драгоценные. Львица была обессилена, но глаза ее открылись. Она посмотрела на детенышей и на двери, то словно чувствовала, что он там ждет. Лев стоял у входа всю ночь. Он ни разу не лег. Только однажды ушел в лес и вскоре вернулся. Видимо, поохотился. На его морде была кровь, а в пасти часть добычи, которую он оставил у ворот как подарок. На следующий день, когда люди убедились, что львята в порядке, львицу разрешили выпустить. Ворота открылись. Лев стоял там. И когда львица вышла, он осторожно подошел, как будто боялся причинить вред. Он не рычал, не прыгал, просто прижался щекой к ее шее. А потом к маленьким телам их потомства. 3 львенка, оба родителя, все вместе. Сцена, которую не забудет ни один человек, ее видевший. Они провели еще день рядом с лагерем, а потом семья сама ушла в сторону горизонта, в густую высокую траву, в свою свободу. Прежде чем скрыться, лев обернулся. Он посмотрел прямо на Малика. Это был взгляд благодарности. Так родилась новая легенда. История 2 львов, не подвластных законам прайда, но связанных любовью и доверием. История о тех, кто рисковал, чтобы сохранить жизнь. И история о 3 львятах, родившихся в сердце Африки, вопреки всем трудностям. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.